Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я сейчас хочу показать вам вот такое красивое, эластичное и очень эстетичное закрытие иглой края резинки 1 на 1 и 2 на 2. Сейчас провязано необходимое количество рядов резинки минус 2, потому что последние два будут у нас подготовительные. Это будет полая резинка. Вяжется она таким образом. Лицевые провязываются в первом ряду. Изнаночные снимается нить впереди работы. Сильно нить не натягиваем. Она должна быть достаточно свободная. Лицевые провязываем. Изнаночные снимаем нить впереди работы. Лицевые провязываем. Изнаночные снимаем нить перед работой. Лицевые провязываем, изнаночные снимаем нить перед работой. Таким образом, до конца первого ряда подготовительной полой резинки мы провязываем. Второй ряд полой резинки мы будем провязывать, переходя на спицы на размер меньше. Значит, второй ряд мы провязываем таким образом. Лицевые снимаем нить за работой, изнаночные провязываем бабушкиными петлями. Лицевые снимаем нить за работой, бабушкиными петлями провязываем изнаночные. Лицевые снимаем нить за работой, бабушкиными петлями провязываем изнаночные. И так до конца ряда. К примеру, вот ваша резиночка 2 на 2. Если вам нужно закрыть резиночку 2 на 2, то для начала вам нужно сначала перейти на резиночку 1 на 1, переставляя петли. Снимаем кромочную, провязываем лицевую. Теперь нам нужна изнаночная. Мы подхватываем ее сзади, вот позади. Снимаем лицевую. Изнаночная у нас на правой спице. Мы на левую возвращаем лицевую. И изнаночную тоже возвращаем на левую спицу. Теперь мы провязываем изнаночную. Провязываем лицевую. Изнаночную. Лицевую. Теперь нам нужна изнаночная. У нас лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Нам нужна снова изнаночная. Подхватываем ее. Снимаем лицевую. Изнаночная остается пока на правой. Возвращаем на левую спицу лицевую. Теперь изнаночную. Провязываем ее изнаночной. Теперь лицевую лицевой. Изнаночную. Лицевую. И снова нам нужна изнаночная, у нас лицевая. Снова подхватываем ее сзади. Снимаем лицевую со спицы. Возвращаем на левую. Возвращаем изнаночную тоже на левую спицу, провязываем ее изнаночной. Теперь лицевая. Вот таким образом, перейдя на резинку 1 на 1, далее мы производим закрытие, как уже резинки 1 на 1. То есть делаем 2 ряда полой резинки и закрываем иглой. Представим себе, что мы сняли наши петли со спицы. Мы будем рассматривать только лицевые. Есть, конечно же, изнаночные между ними. Это резинка 1 на 1, да? Это лицевая, здесь тоже изнаночная. Суть метода в том, что мы должны соединить попарно лицевые петли с лицевыми, лицевая с лицевой, а изнаночные с изнаночными. Рассматривать будем почему на лицевых, поскольку изнаночные мы будем смотреть их на изнаночной стороне, а там они, естественно, выглядят как лицевые. Поэтому достаточно объяснения того, что я вот сейчас покажу на лицевых. Просто относитесь к изнаночным петлям как лицевым на изнаночной стороне. Суть метода в том, чтобы захватить одну дужку, вторую дужку и таким образом соединить. Первый раз мы входим сверху. Вот мы представим, что петли наши сняты со спицы. Они вот просто прямо стоят, не перекручено. Мы должны сверху захватить одну, войти снизу вверх в другую. Все. И так каждый раз. Что меняется у нас с изнаночными петлями, которые будут лицевыми на другой стороне, если мы перевернем, да, если мы вывернем, мы будем точно так же входить, только слева направо. Здесь справа налево, а здесь слева направо. И так каждый раз. Затем следующая петля, мы один раз здесь захватили, второй раз мы входим в нее вот таким образом. И так последующие петли.
Суть метода в том, чтобы захватить попарно лицевые, пропуская изнаночную, и изнаночные, пропуская лицевую. То есть мы их соединяем попарно между собой. Мы провязали 2 ряда полой резинки. В последнем ряду перешли на спицы меньше размером и провязывали бабушкиными изнаночными петлями. Сейчас мы начинаем закрытие. Сначала мы отмеряем нити, 3 оборота полных и еще половинка вокруг своей манжеты, либо что это у вас может быть, горловина. Вставляем, отрезаем нить, вставляем в иголочку и начинаем закрытие. Закрытие будем производить таким образом, соединяя левую дужку одной лицевой петли с правой дужкой последующей лицевой петли. То есть мы будем соединять лицевые петли. Изнаночные петли будем рассматривать в изнаночном ряду тоже как лицевые. Значит, у нас нить выходит из изнаночной петли, значит, мы должны соединить с изнаночной. Немножко расправим. Ближняя дужка стоит к нам ближе. Соединили сейчас изнаночные, подтягиваем их. Теперь переходим к лицевому ряду. В лицевом ряду у нас левая дужка. Сразу хватаем ее, снимая со спицы, за правую дужку последующей лицевой петли подтягиваем. Переходим снова на изнаночный ряд. Значит, нам нужна вот эта сторона теперь петли, для того, чтобы петли не перекручивались. Подхватываем. Подтягиваем ниточку. Дальше переходим на лицевой ряд. В лицевом ряду нам снова нужна, видите, мы ее сняли со спицы, подхватили изнутри наружу, следующую лицевую снаружи внутрь. Переходим на изнаночный ряд. Значит, один раз мы уже вошли в эту петлю, нам нужна теперь другая дужка. Мы ее подхватываем. И в следующую лицевую петлю на изнаночной стороне, на лицевой она будет изнаночной. Если мы их рассматриваем как изнаночные, мы их провязываем точно так же. Подхватываем иголочкой, переходим на лицевой ряд. Снова нам нужна вот эта дужка. Подхватываем следующую, правую дужку, соединяем нитью. Переходим на изнаночный ряд. Снова нам нужна вот эта ближняя к следующей лицевой или изнаночной. В следующую входим, соединяем нитью. Следующая лицевая, лицевую с лицевой, левую одной и правую последующей дужку соединяем нитью. Переходим на изнаночные. Они также являются лицевыми в изнаночном ряду. С изнаночной, вернее, стороны нам нужна ближняя к последующей дужка, за нее, за следующую соединяем нитью. Вот у нас уже образовывается край. Переходим на лицевые, снимаем ее со спицы, подхватываем левую дужку, правую дужку следующей. Переходим на изнаночный ряд, снимаем со спицы изнаночную. Нам нужна вот эта теперь дужка, другую мы уже захватывали. В каждую петлю мы входим 2 раза.
подхватывая попеременно ее дужки. Переходим на лицевой ряд, снимаем лицевую петлю, подхватываем за левую дужку, соединяем с правой. Переходим на изнаночный ряд, снимаем изнаночную. Мы ее уже однажды подхватили, она не распустится. Подхватываем за следующую дужку, следующую петлю, ближайшую дужку к ней. Снимаем лицевую на лицевом ряду, на лицевой стороне. Подхватываем следующую. Ее снимаем одну. Соединяем нитью. Нить должна быть справа. Поправляем под спицей. Переходим на изнаночный ряд. Снимаем изнаночную петлю. Нам нужна вот эта дужка, ближняя к следующей. Когда мы снимаем ее уже со спицы, нам лучше видно. Входим в последующую лицевую на изнаночной стороне. Подтягиваем. Переходим на лицевой ряд. Снова разворачиваем. Соединяем дужечки. Либо снимаем. Соединяем дужечки ближние друг к другу. Провязываем. Вот видите, да, у нас уже образовывается наш край закрытия иглой. Вот таким образом мы действуем и дальше. Я сейчас заканчиваю, вы тоже заканчиваете до конца ряда самого, пока не останется у вас 2 петли на спице. Я покажу, что с ними делать. У нас осталось на спице 2 петли, одна лицевая, одна изнаночная. Значит, мы должны соединить их, лицевую с лицевой, естественно, которую мы были первые, которую мы провязывали первые, соединяли в ряду, а изнаночную с изнаночной. Значит, подхватываем за эту дужку, убираем спицу. Видите, да, вот она первая, за одну дужку мы ее уже прихватили, а за эту нет. Мы говорили о том, что нить входит дважды в одну петлю. Все это соединили, подтягиваем. Вот она изнаночная, она уже прям стоит той дужкой, которой нужно. И вот эта петля, которую мы должны соединить с ней. Они были первыми, те, с которыми мы соединяем, они были первыми, которые мы соединяли. Все, мы свое закрытие закончили. Вот манжета наша закрытая. Вот он наш край, закрытый иглой. Не забываем ставить лайки, делиться этим видео с друзьями. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Буду рада новым подписчикам. Красная кнопка подписаться на канале YouTube. Оставляйте прямо под видео. Оставляйте комментарии и вопросы тоже под видео. Также там же есть описание, возможные ссылки на полезные видео, а также значок в правом верхнем углу экрана, восклицательный знак в кружочке. При нажатии открываются ссылки на полезные видео. Всего доброго! Вяжем вместе с Мариной.